Привет, это канал Power Device, и здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco знают, что недавно была представлена оболочка HyperOS 2.0. В ней были представлены новые функции и, соответственно, приложения. Так вот, в данном ролике я поделюсь с вами интересными приложениями из системы HyperOS 2.0, которые уже сейчас можно установить на ваши телефоны. Отмечу, что все эти фишки и приложения, которые мы сейчас будем устанавливать на русском языке, глобальные версии. Перед установкой всех этих приложений обязательно смотрите ролик до самого конца, чтобы понимать, что дают эти обновления. К слову говоря, из HyperOS 2.0 такие обновления выходят уже некоторое время, но я их специально тестировал, сразу не выпускал ролик, чтобы найти самые полезные и нужные на данный момент. Помимо обновлений всех этих приложений, которые вы только что видели, я покажу вам, как установить магазин экрана блокировки из HyperOS 2.0. Сейчас у меня установлен магазин экрана блокировки из HyperOS 1, но по ходу ролика мы применим магазин из HyperOS 2. Также стоит отметить, что все эти обновления подойдут на телефоны с оболочкой HyperOS на 14-м Android, но некоторые приложения из этого ролика подойдут также и на MIUI 14. Итак, начнем. Во-первых, все эти обновления вы сможете скачать в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим роликом. Канал называется Power Device, не забывайте на него подписываться, здесь я оставляю много полезного и интересного, так вы ничего не пропустите. Первое обновление, которое стоит установить на ваши телефоны Xiaomi, Redmi и Poco, это лаунчер из HyperOS 2.0. Внимание, его стоит устанавливать только если у вас уже стоит HyperOS и 14 Android, то есть на MIUI 14 он не подойдет. В себе он несет некоторые новые фишки, обновляем его. Итак, что же дает нам данное обновление? Во-первых, Xiaomi заявляют нам, что здесь улучшена производительность, улучшена плавность открытия и закрытия приложений. Во-вторых, улучшена анимация при разблокировке телефона. Третий пункт, который изменился, это когда вы делаете щипок, вы можете видеть новое меню и новые анимации, которые выходят здесь и здесь. Это также переработано и улучшено. Дальше, если мы нажмем настройки, еще, сетка рабочего стола, данное меню также переработано. Новой функции здесь нет, просто измененный вид меню. Также, если на вашем рабочем столе есть свободное место и вы делаете щипок, то появляется вот такая разметка, где показано, куда именно можно перенести ярлык. Думаю, здесь все понятно. Идем далее. Следующее обновление из HyperOS 2.0 – это файловый менеджер. Кстати, это обновление может подойти на MIUI 14. Данное обновление проводника ничего не дает, кроме оптимизации и улучшения работы, но только из-за этого его стоит установить. Далее новая лента виджетов под номером 1333.2. Что дает это обновление? Сразу идем в настройки, расширенные настройки, регион. Здесь в поиске пишем Индонезия и включаем этот регион. Далее мы сможем обратно поменять на свой. Идем на рабочий стол. Теперь находим ленту виджетов, удерживаем на приложении. О приложении очистить, очистить все. После этого делаем щипок, виджеты. И здесь у нас появляются новые виджеты. С каждым обновлением они добавляют все новые. Можно спуститься вниз, зайти в ленту виджетов и вот здесь добавлять те, которые вам нужны. Также можно зайти в часы. Теперь можно просто удержать на виджете и перенести его на свой рабочий стол. После того, как вы перенесли нужные виджеты себе на рабочий стол, снова идем в регион и выбираем свой. К слову говоря, данное обновление также можно попробовать установить на MIUI 14, если у вас не бюджетный телефон. Следующее обновление из HyperOS 2 – это часы. После обновления меняется интерфейс часов. Вот на такой. Также в комплекте обновления идет оптимизация приложения. Эти часы также подойдут на MIUI 14, опять же, если у вас не бюджетный телефон. Также, друзья, стоит отметить, если какие-то из обновлений у вас не устанавливаются, смотрите, например, лаунчер. Когда мы на него нажимаем, при установке у нас пишет «системная оболочка». Именно так в системе называется данное приложение.
Так вот, если такие приложения у вас вдруг не устанавливаются, пишет пакет поврежден, то заходим в приложение, все приложения, показать системные приложения, именно по системному названию приложения ищем. Системная оболочка, вот она. Заходим в такое приложение и нажимаем «Удалить обновление». После этого снова пробуем его обновить. Итак, двигаемся дальше. Обновление диктофона из HyperOS 2. Здесь также отмечу, чтобы он хорошо работал, его нужно установить в паре вот с этим приложением, AI субтитры. Кстати, эти приложения также подходят на MIUI 14. Сперва обновляем диктофон, а потом AI субтитры. Если диктофон у вас не обновляется, удалите старый диктофон, а потом установите этот. Далее заходим в диктофон, нажимаем запись, даем разрешение. Мы прокачиваем наши телефоны до HyperOS 2.0. Вот она наша запись. Мы прокачиваем наши телефоны. Теперь смотрите, если открыть эту запись, вот здесь должна появиться такая сноска AI распознавание голоса. Нажимаем на нее, выбираем ваш язык и ждем. Наша запись и наш голос преобразуется в текст. В определенной ситуации это может оказаться очень даже полезным. Но смотрите, друзья, почему-то когда я на тексте удерживаю, у меня не получается выделить его. То есть такой функции пока здесь нет. Напишите в комментариях, есть ли у вас такая функция. Потому как такой текст обязательно нужно копировать. Иначе зачем его преобразовывать? Но, конечно, есть выход из этой ситуации. Мы просто делаем скриншот, сохраняем его. Потом открываем в Google Фото, выбираем наш скриншот. И вот здесь этот текст уже можно копировать и, например, кому-то отправить, что очень удобно. Далее хочу вам показать, как установить новый магазин экрана блокировки из HyperOS 2. Смотрите, у меня здесь также есть редактор активного экрана, все это будет в моем Telegram. Если у вас уже оболочка HyperOS 1, то мы можем испытать новый редактор экрана блокировки. Для этого зайдем в настройки, о телефоне. Резервирование и восстановление, мобильное устройство, дожидаемся загрузки, снимаем галочки, другие данные системы, выделяем редактор активного экрана, создать резервную копию, нажимаем завершить, далее идем в проводник, хранилище, здесь находим папку MIUI, Backup, All Backup. И вот здесь у вас должна появиться копия вашего активного экрана, которую мы только что создали. Обязательно удержите на ней, нажмите «Перенести» и перенесите ее в какую-то удобную для вас папку, чтобы она у вас сохранилась. Далее берем такой же файл, который вы скачали у меня. Вот он. Удерживаем на нем, нажимаем «Еще», «Копировать» и копируем его в папку MIUI Backup. Дальше идем в настройки, о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство, восстановление. Открываем данный пункт, здесь и должна появиться копия активного экрана. Восстановить. Далее блокируем ваш телефон, и у вас должен появиться новый редактор экрана блокировки. Смотрите, друзья, здесь есть нюансы. Удерживаем на нем. Вот они все новые экраны блокировки из HyperOS 2. Сразу отмечу, что не все из них корректно работают. Например, смотрите, если я выбираю вот этот, то он нормально работает и позволяет себя редактировать. Нажимаю «Применить» и он нормально применяется. Но есть, например, вот такие экраны блокировки, если мы на него нажмем, то весь этот экран будет зависать. Смотрите, теперь мы применить не можем, отменить тоже. Но ничего страшного, мы просто блокируем свой телефон, потом его разблокируем, снова идем на этот же экран, пролистываем до этого же экрана и просто нажимаем «Применить». Больше ничего не делаем. Теперь он применяется. В общем, некоторые из этих экранов вот так вот работают, не совсем корректно. Применять их все же можно, как я уже показал, но редактировать можно не все из них. К слову говоря, некоторые из них очень даже красивые. Смотрите, как они работают.
В общем-то, в этих экранах вы можете сами поразбираться, я вам все показал, и решите сами, какой вам применять. Если вы захотите вернуть свой экран блокировки, который у вас был до этого, то идите также в папку MIUI Backup, All Backup, удалите вот этот редактор активного экрана и закиньте сюда ту копию, которую мы сохраняли, вашего экрана. А далее просто восстановите ваш экран, как мы это уже делали. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Не забывайте подписываться на этот канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.